Здравствуйте. Сегодня у нас благодарю компанию Тена, то, что вы присутствуете на этом совместном эфире, да, Юрия и специалистов, которых чуть позже представлю. Сегодня у нас эфир посвящен сварке алюминия, сварка алюминия полуавтоматом. Сегодня будем разбирать теоретическую часть, практическую часть, потому что очень много различных мифов в этом вообще, ну и как просто-напросто сваривать вообще алюминий полуавтоматом. Многие об этом знают, но очень много здесь есть нюансов. И сегодня благодаря специалистам компании Тена ТЦ-Тена, мы эти нюансы и мифы все покажем, расскажем. Юр, передаю тебе слово. Сергей, спасибо очередной раз за такую замечательную возможность пообщаться с тобой и с твоей аудиторией. Мы вас приветствуем пламенно из технологического центра ТЭНа. И сегодня, как Сергей сказал, речь пойдет о сварочных полуавтоматах для сварки алюминия. Начну я с аппарата полуавтомата сварочного от Тены, которую мы ранее уже обозревали. Это сварочный полуавтомат Тена МиГ-500 про алюминий. Но сегодня, как я думаю, Сергей очень будет хотеть увидеть вот эти Да, полуавтоматы. да. Компания также Тена серии MX, произведенная на современном заводе в Турции. У этих полуавтоматов, произведенных под наш заказ, концепция разная. Но сегодня вы сможете задать вопросы и сделать самостоятельный вывод о принципе нашем оборудовании. Я думаю, что вам понравится. Но для начала я бы хотел предоставить слово нашему специалисту Николаю Олеговичу, чтобы он доступным языком нам рассказал, что же такое алюминий и что же такое сварка алюминия. Николай Давай. Олегович, приветствую. Приветствую, Сергей, приветствую всю Здравствуйте, здравствуйте. аудиторию. Благодарю вас за внимание, что мы собрались здесь поговорить об алюминии. Действительно, очень актуальная тема, очень своевременная. Ну, почему так? Алюминий все более и более становится инновационным материалом. Его становится в промышленности, в народном хозяйстве очень много. Если раньше это было авиация, это были космические корабли, ну, классические применения, криогенные емкости, то сегодня алюминий – это вагоны, причем грузовые вагоны, это пассажирские вагоны, электропоезда, мосты, причем не только уже пешеходные, но и автомобильные мосты. То есть алюминий растет, что называется. Как конструкционный материал, алюминий, в общем-то, отличная штука. Металлический блеск, не ржавеет, не корродирует практически, очень легкий, в 3 раза легче стали. Но с другой стороны, с точки зрения сварки, у этого материала есть ну, определенные сложности, и не зная их, не берясь, так сказать, сразу по технологии за правильный путь, ну, в общем-то, можно хлебнуть. Ну, что бы я хотел рассказать вот, из своего опыта, ну, которым мы здесь делимся с вами. Значит, первая проблема в сварке алюминия – это то, что он очень активно окисляется. Причем пленка, которая образуется на его поверхности, она плотная, она очень тугоплавкая, это свыше 2000 градусов температуры плавления. При расплавлении основного материала алюминия, что что-то около 660, для других сплавов с магнием 630 градусов, эта пленка, естественно, не растворяется, она остается в сечении шва, а здесь два пути у нее. С одной стороны, она ослабляет сечение, и металл сваренный может просто это соединение развалиться при минимальных нагрузках, очень далеких от расчетных. И кроме того, эта пленка становится очагом влаги, которая не адсорбируется в процессе хранения алюминия. И потом эта влага реализует себя в порах, ну, которые также, что называется, ослабляя сечение, делают конструкцию из алюминия ну, никуда не пригодной.
Это что касается пленки. Вторая проблема – это так называемая газовая водородная пористость. Что здесь? Сам алюминий в жидком состоянии расплава, он хорошо растворяет водород. Вот. Причем растворяется не только молекулярный водород, который в воздухе у нас, который в шлангах систем подачи защитного газа, который находится в самой пленке, как я уже говорил. Но еще очень коварный путь образования пор – это атомарный водород, который находится в самом металле. Об этом можно поговорить отдельно, но уже чувствуется, насколько этот материал, как алюминий, чуток к водороду, и, в общем-то, работать с ним, не, так сказать, борясь с очагами возникновения пористости, но это значит, в общем-то, попросту тратить впустую время. Ну вот, я, конечно, тут перечислил много проблем, наверное, сразу вопрос, ну а что делать, как стартовать? Ну, отдать на откуп сварку хорошим сварщикам, на хорошем оборудовании, как в техцентре ТЭНа, это решение, да, но в реальном производстве, наверное, таких мер будет мало, потому что оборудование, о котором расскажут коллеги, ну, здорово, руки сварщиков здорово, но производственные условия, в общем-то, требуют подходов и организации. Значит, первый путь, который по подготовке алюминия важен. Это общая очистка алюминиевых сплавов. Наилучший способ общей очистки – это химическое травление в ваннах. Используется кислота, щелочь и теплая вода. Одну технологию достаточно, она очень хорошо известна, вот, и помогает в том самом народном хозяйстве работать с алюминием. Значит, удаляются таким образом загрязнения грубые, мастики защитные, масла, которые после металлургических алюминиевых заводов остаются на заготовках. Это что называется общая подготовка. Это вариант не дешевый, но это вариант, обеспечивающий классную очистку и подготовку алюминия. В некоторых случаях, если это не ответственные соединения, можно, в общем-то, рекомендовать более простые пути, такие как очистка растворителями, вот, вместо общего травления. Но здесь, ну, скажем так, меньшая ответственность по сплаву. Дальше надо перейти, ну, наверное, к самой кропотливой части подготовки – это зачистка кромок. Кромки зачищаются и снаружи, и внутри изделия, и торец. Причем после зачистки они, как правило, обрабатываются ацетоном. Причем ацетон нужно брать качественный, ГОСТовский, без масла, иначе это, ну, в общем-то, для швов первой категории, для высокоответственных, это, ну, в общем-то, также малоэффективно, если масла в самом растворителе находятся. Вот. Съем металла производится шабером, это должен быть острый инструмент. Съем, ну, порядка 10, 10 микрон за два слоя. Надо снимать два слоя, если соединения ответственные. Если соединение, ну, скажем, вторая категория, то, ну, достаточно пройти шабером один слой. Таким образом удаляется пленка вместе с источниками загрязнений, дефектов, которые грозят алюминию. Ну и, в общем-то, здесь можно работать дальше прекрасно. Но соблюдать обязательно интервал хранения заготовок после зачистки, который, опять-таки, в зависимости от степени важности ответственности соединений, ну, варьируется от 2 до 6 часов, редко до 12 для каких-то больших изделий, где, ну, по-другому нельзя. Время есть время. Это вот я рассказал про подготовку уже окончательную под сварку. Ну, еще раз, как бы вспоминаю экономику, если мы будем опалубку алюминиевую, какие-то простые вещи, малоответственные,
которые не требуют рентгенопросвечивания контроля, контроля герметичности на емкостях. Если мы будем подходить с такими методами, тяжелыми экономически, ну, это, в общем-то, провал. Долго. Соответственно, если соединения простые, мы берем растворитель, после этого берем щетку. Ну, а щетка – это обязательное требование, должна быть из нержавеющей проволоки, ну, тогда, в общем-то, получим нормальное качество. Ну и, соответственно, эти соединения из-под щеточки, без рентгеноконтроля, без контроля герметичности на геле, ну, в принципе, вполне могут эти полочки, какие-то лесенки прекрасно служить долго и верой и правдой. Что здесь еще нужно добавить? Сами материалы, сварочные материалы, ну, начну. Основное газ вольфрам. Вольфрам обычно используется зелененький, чистый вольфрам, у которого хорошо образуется шарик. Это вот оптимальная форма для дуги при сварке алюминия тик-сваркой, аргонодуговой с присадкой. И если перейти к газам, газ должен быть тоже очень качественный, это очень важно. Значит, для аргона частота 99,8, 99,99,8% частоты. Если применяем гелий, то 99, 99,5, ну то есть марка А газа гелия. Значит, если это все соблюдается, проверенные поставщики, доброкачественные материалы, ну, соответственно, результат будет хороший. По поводу проволоки. Ну, что тут сказать? Сварочный материал, проволока, а для алюминия, ну, это практически всегда обязаловка, потому что алюминий в силу своей металлургии варится в основном там в 90% случаев с проволокой, и проволока по практике является одним из основных источников дефектов и проблем при сварке алюминиевых сплавов всеми их способами дуговыми. А какая лучше проволока? 53-56 или 40-43? Алюминий кремний или алюминий магний? Тут вот момент, я бы сказал, 40-43 мы подбираем под сплав, если это АД-31. Если мы варим магниевые сплавы, беремся за 53-56. Хороший материал, универсальный, МГ5, работаем им. Я хотел по поверхности сказать. Естественно, сейчас еще бытуют технологии очистки проволоки в ваннах с сохранением периода использования перед сваркой там, до 12 часов. Это опять-таки очень дорого. Поэтому на проволоке не стоит экономить, какой бы марки она ни была, и приобретать проволоку скальпированную, как сейчас большинство классных производителей алюминиевых материалов делают. Проволока проходит операцию обработки поверхности, которая близка к химическому полированию, а вот эти вот операции дают возможность хранить проволоку свыше годов, то есть несколько лет она может храниться. На нашей памяти была качественная катушка проволоки, которая использовалась, и делали тесты разные, но дефектов грубых на ней не было, хранилась она, наверное, лет 5-7, просто в условиях, что называется, лаборатории нашей теновской. Вот. То есть на материалах ни в коем случае, таких как проволока, не экономим. Про подбор проволоки по маркам, готов Сергей переговорить дополнительно, если будут вопросы. Как бы еще мысль такая, что представляя технологии конвейерные, допустим, сварки алюминия, конвейеры, такие как Volvo, где работают роботизированные ячейки, где доступ человека, в общем-то, с катушками 5-7 килограммовыми, он невозможен. Там уже сейчас появляются упаковки а-ля марафон от 80 до 120 килограмм весом. И вот представляем себе, эта проволока
в таких массах нормально хранится, дает качество, и, в общем-то, вопросов нет. То есть по сварочной проволоке, ну, наша промышленность, в том числе российская тоже, и зарубежная, шагнули вперед. То есть вот за сварочные проволоки, если они от классных производителей, ну, в общем-то, сомневаться не нужно, и можно с ними прекрасно работать. Так, что бы я хотел еще добавить по сварке алюминия? Ну вот сейчас наши коллеги расскажут о тех приемах сварки полуавтоматом, вот, которые применяются, про регулировки, про балансы. Ну, естественно, как бы мы не забываем, что алюминий всегда варится либо на переменном токе, для того, чтобы избавиться от тонкой пленки оксида, которая образуется кратковременно, очень быстро и там в минуты после зачистки. И, соответственно, полуавтоматическая сварка нас всегда ну, гарантирует катодное распыление. Это очистка поверхности металла, очистка поверхности ванны. И вот те аппараты, где этими характеристиками можно хорошо работать и регулировать, ну, в общем-то, они сейчас не только входят в моду, они, в общем-то, упрощают работу на производстве, снимают ряд вопросов, и, ну, наверное, уже стоит перейти к этим аппаратам и поговорить о них с нашими коллегами, практиками, сварщиками. Николай Олегович, спасибо большое за Да, такую лекцию, да, то, что рассказали. У да. меня, у меня вопрос, Юр, а можешь сейчас на меня посмотреть? Мне кажется, у меня камера немножко зависла. Да, черный экран. Что будем делать? Это нормально, это была сейчас первая часть, давай тогда сейчас я вторую часть уже и по-новому ссылку делаю, как всегда YouTube тупит, чтобы сделать уже демонстрацию тогда. Сейчас тогда я выхожу, это мы сохраним, это первая часть теоретическая. Все отлично, супер. Хорошо, сейчас... Спасибо, жду ссылочку. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Николай Олегович, было очень интересно. Да, да, взаимно. Сейчас я... Так, подписчики, сейчас я быстренько создам вторую ссылку через минутку.